Вы когда-нибудь слышали про криптокоролеву, которую ФБР разыскивает уже несколько лет? Нет? А как насчет главаря самой влиятельной банды, который смог сбежать из тюрьмы? Тоже нет. Тогда вы многое потеряли. В этом видеоролике я вам расскажу про самых разыскиваемых преступников 2024 года. Приятного просмотра. Начать свой рассказ мне бы хотелось с женщины, которой удалось обмануть весь мир. Ружа Игнатова, известная как Криптокоролева, была добавлена в список самых разыскиваемых преступников ФБР летом 2022 года. Ее афера стала одной из крупнейших в истории криптовалют. В 2014 году Игнатова, уроженка Болгарии, вместе с братом и несколькими подельниками Запустила проект OneCoin Ltd. На первый взгляд это была многообещающая инициатива, связанная с инновационными технологиями и криптовалютами. Однако вместо реальных инвестиций в блокчейн, участники фактически вкладывали деньги в образовательные материалы, обещавшие научить их зарабатывать на криптовалюте. Этот проект привлек множество людей, не разбирающихся в технологиях, но жаждущих быстрых прибылей. OneCoin функционировал как типичная финансовая пирамида, поддерживаемая механизмом сетевого маркетинга. За 3 года существования проект собрал более 4 миллиардов евро, оставив тысячи людей по всему миру с пустыми кошельками. К 2017 году пирамида начала рушиться, и Игнатовой стали задавать неудобные вопросы, на которые она не могла ответить. Перед запланированной встречей с обманутыми вкладчиками женщина неожиданно исчезла и с тех пор остается в бегах. В США Игнатову обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств, манипуляциях с ценными бумагами и отмывании денег. ФБР предполагает, что она может перемещаться с вооруженной охраной и, возможно, изменила внешность с помощью пластической операции. Большинство ее сообщников либо арестованы, либо скрываются от правосудия. Следующий преступник находится в списке самых разыскиваемых дольше всех остальных с 2007 года. Уроженца Гондураса Алексис Флореса разыскивают за жестокое похищение, Изнасилование и убийство 5-летней Ирианы де Хесус в Филадельфии летом 2000 года. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, но благодаря современным научным методам и случайному стечению обстоятельств вина Флореса была подтверждена. В начале нулевых жители района Хантинг-Парк в Филадельфии знали Флореса под именем Карлос, считая его бездомным странником. Жители проявили к нему милосердие, предоставив жилье и работу. Однако вскоре после исчезновения Ирианы, чье тело было обнаружено в подвале заброшенного дома спустя 5 дней, Флорес внезапно пропал. Местные подозревали его в преступлении, но все попытки поймать его оказались безуспешными. В 2002 году Флорес снова попал в поле зрения полиции, Совершив кражу в Аризоне. Спустя 2 года в его квартире были найдены поддельные документы, что привело к его аресту. Однако его связь с убийством Ирианы тогда осталась незамеченной. Флорес вел себя настолько дружелюбно, что полиция не заподозрила его в тяжком преступлении. В 2005 году Флореса депортировали в Гондурас, но его ДНК осталась в базе данных, а через 2 года анализ показал совпадение с образцами, найденными на месте преступления. С тех пор Алексиса Флореса разыскивают. Предположительно, он до сих пор скрывается в Гондурасе. Ну а следующий преступник из нашего списка, на первый взгляд, имел достаточно благие намерения. Но реализация, мягко говоря, так себе. Хосе Родольфо Вильяреал Эрнандес, известный как Эль Гато, попал в список самых разыскиваемых преступников ФБР в октябре 2020 года за участие В международной преступной сети и организацию убийств. Этот опасный наркобарон из Мексики также известен своей жестокостью и стремлением мстить за свою семью. Одним из самых громких преступлений, в котором он обвиняется, стало заказное убийство техасского адвоката Хуана Хесуса Геррера Чапы. Мотивом для убийства стала личная месть. Геррера Чапа играл ключевую роль в деле, связанном с семьей Вильяреала Эрнандеса. По данным следствия, Хосе был убежден, что адвокат причастен к смерти его отца и решил во что бы то ни стало отомстить. Для этого он нанял киллеров, которые хладнокровно расправились с адвокатом прямо на улице Южного Техаса, в пригороде Далласа. Убийство было тщательно спланировано, а исполнители действовали с холодной точностью. Уроженец Мексики Вильяреал Эрнандес
С ранних лет был вовлечен в криминальные дела своего картеля. Благодаря своей жестокости и амбициям он быстро поднялся по иерархической лестнице в мире организованной преступности. Несмотря на розыск, Эль Гато до сих пор не пойман и, как считают следователи, может скрываться в Мексике, где его защищают связи с картелем и коррупционные схемы. ФБР предлагает награду в размере до $1 миллиона за информацию, которая поможет задержать Вильяреала Эрнандеса. Хотя за остальных преступников из списка награда не превышает $100 тысяч. Он считается вооруженным и крайне опасным, перемещается с охраной и может часто менять места пребывания, чтобы избежать поимки. Юлан Адонай Арчага Кариас, также известный как профессор и Макилла, один из самых опасных и разыскиваемых преступников в мире. Он занимает высокую позицию В преступной иерархии МС-13, одной из самых жестоких и влиятельных банд Латинской Америки. Арчага Кариас, родом из Гондураса, руководит деятельностью банды на международном уровне, координируя преступные операции не только в Центральной Америке, но и в Соединенных Штатах. МС-13, известная своей особой жестокостью и кровавыми расправами над соперниками, занимается убийствами, наркоторговлей, вымогательствами и многими другими преступлениями. Арчага Кариас сыграл ключевую роль в расширении влияния банды и поддержании ее контроля над территориями. Он также занимался укреплением связей с другими криминальными группировками, что позволило МС-13 стать одной из самых мощных преступных сетей в мире. Кариас возглавлял организацию из Гондураса, продолжая руководить преступной империей даже из тюремных стен, где он отбывал срок. В 2020 году он сумел сбежать из тюрьмы строгого режима в Гондурасе. После побега его разыскивают правоохранительные органы многих стран. ФБР считает Арчага Кариаса крайне опасным. За информацию, которая приведет к его аресту, назначена награда в размере до $100 тысяч. Считается, что он перемещается с хорошо вооруженной охраной и скрывается где-то в Латинской Америке, продолжая руководить деятельностью МС-13. Следующий в нашем списке – Бхадреш Кумар Четанбхай Патель, гражданин Индии. Он занимает место в списке самых разыскиваемых преступников США с 18 апреля 2015 года. Причиной этому стало жестокое убийство его жены Палак, совершенное всего за 6 дней до внесения его имени в этот список. В то время 24-летний Бхадреш Кумар и его 21-летняя супруга временно проживали в США, где работали в закусочной в Ганновере, принадлежащей их родственнику. Вечером 12 апреля несколько посетителей, не дождавшись обслуживания, обратились к находившемуся рядом полицейскому. Вскоре тот обнаружил Палак мертвой на кухне заведения. По записям с камер наблюдения удалось установить, что она была убита мужем с помощью большого кухонного ножа. Следствие выяснило, что в день убийства Палак разговаривала по телефону с родственниками из Индии, выражая желание вернуться на родину. Бхадреш Кумар подслушал разговор и сильно разозлился, так как планировал остаться в США. Этот конфликт на почве разногласий о будущем пары, по мнению следователей, стал катализатором трагедии. Несмотря на быстрое установление его вины, Бхадреш Кумар успел скрыться. Следы его вели от квартиры до отеля у аэропорта, где он забрал свои вещи. Таксист, подвозивший его, отметил удивительное спокойствие пассажира. Последний раз Пателя видели утром 13 апреля того же года на Пенсильванском вокзале в Ньюарке. Следствие полагает, что он либо покинул США, либо скрывается у родственников в стране. Кстати, 2 беглецов из этого списка удалось задержать совсем недавно. Один из них – новозеландец Майкл Джеймс Пратт. Согласно данным ФБР, Майкл с 2012 по 2019 год был замешан в крупном заговоре, направленном на вербовку молодых женщин и несовершеннолетних девушек по всей Америке для участия в съемках порнографических видео. Он и его сообщники использовали обман, угрозы и принуждение для реализации своего преступного бизнеса. Объявления, которые они размещали, рекламировали якобы престижную работу для моделей, но реальная суть предложений раскрывалась лишь на личных встречах, когда женщин и девушек ставили перед фактом, что им предстоит участие в порнографических съемках. Тем, кто отказывался, предлагали ложные гарантии, уверяя, что видео никогда не попадет в интернет. Когда это не срабатывало, преступники переходили к более агрессивным методам, включая психологическое давление и удержание в студиях до тех пор, пока жертва не согласится на участие. В некоторых случаях дело доходило до сексуального насилия. Все отснятые материалы размещались на порнографических сайтах, которые приносили Пратту и его сообщникам многомиллионные доходы. За годы преступной деятельности они заработали более $17 миллионов.
В 2019 году правосудие начало наступать на их след, и Майкл Пратт, оказавшись под угрозой ареста, скрылся. В сентябре 2022 года его имя было добавлено в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР, и за информацию о его местонахождении предложили награду в $100 тысяч. По сообщениям СМИ, эта информация помогла задержать Пратта в одном из мадридских отелей, где он пытался скрыться, используя фальшивые документы. Но, как я сказал ранее, задержанных было двое. Вторым стал Рафаэль Кара Кинтера, 70-летний мексиканец. Кара Кинтера – одна из самых ярких фамилий мексиканской наркомафии конца 70-х годов прошлого столетия. Рафаэль был ключевым игроком в поставках героина, кокаина и марихуаны в США. Его влияние в преступном мире было огромным, но в 1984 году мексиканские власти нанесли ему серьезный удар. Сожгли его плантацию конопли площадью более 1000 гектаров, нанеся ущерб в размере около $160 миллионов картелю Гвадалахары, который он помогал возглавлять. Это событие вызвало ярость в рядах наркокартеля, и главной целью мести стал специальный агент управления по борьбе с наркотиками США Энрике Камарено Салазар, известный как Кики. Камарено был близок к разоблачению масштабного наркотрафика между Мексикой и США, и его успешная операция стала причиной его трагической судьбы. 7 февраля 1985-го в Гвадалахаре Камарено был похищен и убит, предположительно по приказу самого Кара Кинтера. В апреле того же года Рафаэль был арестован и приговорен к 40 годам тюрьмы в Мексике. Несмотря на длительный срок заключения, он продолжал управлять своей криминальной империей даже из-за решетки, пока его не освободили в 2013 году после 28 лет тюремного заключения из-за юридических нарушений в процессе приговора. Это решение вызвало возмущение у властей США, которые начали активные действия по его экстрадиции, предложив рекордное вознаграждение в размере $20 миллионов за информацию, способствующую его аресту. Кара Кинтера, несмотря на доказательства его вины, продолжает отрицать свою причастность к убийству агента Камарены и любые связи с наркомафией в последние годы. Следующий гражданин – Амар Александр Карденас, американец мексиканского происхождения, который попал в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР в июле 2022 года. В возрасте 27 лет Карденас обвиняется в убийстве 45-летнего Джабали Дюма. Согласно данным расследования, 15 августа 2019 года Карденас открыто расстрелял Дюма из полуавтоматического пистолета на территории торгового центра под открытым небом в окрестностях Лос-Анджелеса. По информации, предоставленной начальником полиции города Майклом Муром, Карденас произвел 9 точных выстрелов с расстояния около 10 метров, при этом все пули попали в голову жертвы. Дюма скончался на месте. После совершения преступления Карденас был замечен покидающим торговый центр на своем автомобиле. Вопрос о том, был ли Карденас знаком с убитым, остается открытым. Существует вероятность, что он действовал по чьему-то приказу в рамках местной банды. ФБР предполагает, что Карденас может скрываться либо в Мексике, либо в Южной Калифорнии. Также есть информация, что он может работать в строительной отрасли. Поимка Карденаса остается актуальной задачей для правоохранительных органов, поскольку его местонахождение и мотивы остаются загадкой. Наконец, хочу всем вам напомнить, что алкоголь – зло. Почему? Сейчас расскажу. Арнольдо Хименес, 40-летний преступник, с 2019 года числится в списке самых разыскиваемых беглецов Америки. Его преступление, которое привлекло внимание правоохранительных органов, произошло в ночь после его свадьбы с Эстреллой Каррерой. Пара заключила брак в 2012 году в мэрии Чикаго. После церемонии они устроили вечерний ужин с гостями и продолжили празднование в ночном клубе. Однако возвращение домой стало трагическим. Согласно версиям ФБР, в пути от клуба к дому между супругами вспыхнула ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Хименес нанес Каррере несколько смертельных ударов ножом прямо в машине. Пытаясь скрыть следы преступления, он перенес умирающую или уже мертвую супругу в квартиру и оставил ее в ванной. Тело Эстреллы было обнаружено родственниками, когда они начали волноваться из-за ее отсутствия. Женщина была в том же серебристом платье, в котором она была на свадьбе. Отсутствие следов взлома в доме и исчезновение Хименеса привели полицию к выводу о его причастности к убийству.
Через несколько дней после преступления он путешествовал по нескольким штатам, что было установлено по его телефонным звонкам. В сентябре 2012 года важная информация всплыла, когда полиция арестовала его брата Умберто Хименеса по обвинению в наркотиках. Во время обыска в гараже Умберто был найден черный Мазерати с следами крови Эстреллы Карреры в салоне. Полиция предполагает, что Умберто мог помочь Арнольдо сбежать в Мексику, где он, вероятно, скрывается до сих пор. ФБР продолжает поиски Хименеса в соседней стране, где его местонахождение остается неизвестным. Главное, никогда не повторяйте ошибок людей из этого видео. Есть множество способов избежать насилия, а заработать денег можно не только обманывая людей. Например, присоединиться к нашей команде, ведь мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!